На сегодняшнем видеоуроке мы разберем второе упражнение для профилактики и лечения шейного остеохондроза. Для того, чтобы познакомиться с первым уроком, пройдите по этой ссылке. Сегодня мы попробуем разобрать влияние положения лопаток на шейный отдел позвоночника. Очень часто состояние стресса, напряжения, необходимости быть собранным приводит к тому, что мы начинаем приподнимать лопатки вверх. Это поднимает наши плечи, это меняет положение нашей ключицы, ограничивает наше дыхание. Попробуйте вдохнуть в расслабленном состоянии и в состоянии, когда у вас плечи приподняты. И это изменение грудного положения, грудного отдела позвоночника тут же приводит к изменению шейного отдела позвоночника. У нас лопатки как бы выталкивают шейный отдел вперед. При этом у нас происходит изменение, сокращение мышцы, поднимающей лопатку, которая крепится к углу лопатки и к шейным позвонкам. Также к верхней ромбовидной мышце, которая тоже крепится к лопатке и тоже к шейным позвонкам. То есть изменение положения одной из лопаток будет приводить к асимметрии состояния шейного отдела позвоночника. Плюс ограничение в дыхании приведет к тому, что лестничные мышцы, которые крепятся к первому и второму ребру, приподнимутся. И еще больше они тоже крепятся к шейным позвонкам, еще больше будут влиять на состояние шейного отдела позвоночника. Упражнение очень простое. Оно будет улучшать работу ромбовидных мышц и также нижней порции трапеции. Нужно понимать, что когда у нас приподняты лопатки и сокращена верхняя порция трапеции, это та часть, которую вы очень часто просите промассировать у массажиста. Значит, нижняя порция трапеции, как антагонист к данному движению, будет расслаблена, и наши лопатки будут растекаться в стороны. Это будет ограничивать то, что мы говорили, движение, и это будет нагружать нас в ощущение собственной уверенности. Потому что если вы посмотрите на человека, у которого лопатки собраны, разведены в сторону, вряд ли этот человек будет вселять в нас уверенность и решительность. Если у человека собраны лопатки, это совершенно другое внешнее представление о себе. В этом упражнении очень часто бывает выполнение ошибок. То есть, когда мы будем выполнять его лежа на животе, то есть, когда я попрошу вас собрать лопатки вместе, важно, чтобы это движение было в плоскости ваших плечей, а не к движению в голове. То есть, тогда, если у нас плечи поднимутся вверх, мы вроде как и соберем лопатки вместе, но мы подключим верхнюю порцию трапеции. А нам очень важно, чтобы она в этом движении у нас не включалась, она и так у нас перегружена. Нам нужно будет собрать лопатки вместе и мягко отправить их в сторону позвоночника. Причем основное движение на себя должна взять не поясница, не поясничная мышца, а грудопоясничная мышца и ромбовидные мышцы. Плюс выполнение положения лежа на животе позволит нам включить укрепление длинных разгибателей шеи. И в предыдущем упражнении мы научились, как держать подбородок. То есть нам очень важно, чтобы мы не приподнимали подбородок вверх и не укорачивали короткие разгибатели шеи. Получилась тавтология. Для начала ложимся на спину. Положение на животе. Выпрямляем ноги. У кого есть проблемы с поясницами, разведите пяточки в стороны. Мы разводим локти в стороны, собираем вместе большой пальчик, указательный. И вот в эту дырочку опускаем наш лоб. Уже положение локтей позволяет нам собрать лопатки ближе к позвоночнику. Медленно, не спеша, мы разделим это движение на несколько этапов. Делаем вдох. На выдохе сокращаем мышцы тазового дна, подтягиваем животик. Медленно, не спеша, сначала собираем лопатки вместе и поднимаемся вверх, тянем лопатки в сторону таза. Животом не давим в пол, подбородок слегка к грудине. Можно сместить его нижнюю челюсть вправо-влево. Убедитесь, что нет напряжения. Ощущаем, что лопаточки к позвоночнику, линия от затылка до лопаток максимально увеличена. И плавно-плавно опускаемся вниз. Чувствуем, как лопатки скользят в сторону затылка. Расслабились в конце, растеклись словно капелька. И еще разочек вдох, на выдохе тазовое дно, поперечная мышца, медленно, не спеша. Первое движение. Собрали лопатки вместе. Медленно, при подъеме, обратите внимание, что движение шея не начинает. То есть она движется вслед за грудной клеткой. Мы подтянули животик в сторону позвоночника, чтобы увести нагрузку от поясницы.
перевести ее в грудной отдел. Медленно, не спеша, подбородочек слегка к грудине. Потянулись макушечкой, вытянули свою шею. Чувствуем, как работают длинные разгибатели шеи. Не давим животом в пол. И мягко, плавно опустились вниз. И растеклись. Почувствуйте, как ваши лопатки растекаются по грудной клетке. И выполним еще один раз, медленно, не спеша. На выдохе тазовое дно, поперечная мышца. Собираем животик, подтягиваем, лопатки направить к позвоночнику. Медленно, не спеша, при подъеме лопаточки к тазу. Убедитесь, что плечи раскрылись. Очень часто этот подъем происходит при выгибании грудной клетки. Нам наоборот нужно лопатками как бы выдавить грудную клетку, подбородок слегка к грудине, лопаточки тянутся к тазу. Так как эти мышцы должны работать у нас длительное время, стабилизировать лопатку, то мы выполняем в таком статическом режиме, когда движения не быстрые, они длительные, мягко, плавно. И еще раз опускаемся вниз. Расслабьтесь и не спеша садитесь. Выполняя это упражнение, почувствуйте, как меняется ваша осанка, как раскрываются ваши плечи, как удлиняется малая грудная мышца, тем самым улучшая лимфодренаж вашего тела. Почувствуйте, как улучшается ваше дыхание, и вам легче вдыхать и выдыхать. Желаю успехов в освоении своего собственного тела.